На данный момент действительно есть колоссальные инфраструктурные проблемы с поставками по сухопутной поставкой из Китая в Европу. Они действительно огромные. Вопрос в том, что для того, чтобы их преодолеть, и особенно для того, чтобы проложить маршрут в обход России, нужны абсолютно несопоставимые по уровню издержки, причем издержки на политическом уровне, на уровне политических гарантий. Очевидно, что альтернативой сухопутному маршруту является морской. И здесь Китай, заметьте, тоже действует очень активно, поскольку мы в прошедшем году наблюдали совершенно исторический конфликт в Южно-Китайском море, когда, собственно, произошел фактически такой нереализованный территориальный диспут за международные воды. Проблемой для Китая поэтому становится не просто проблема внутренней инфраструктуры, но и проблема внешней инфраструктуры, а именно гарантии, условно говоря, там, безопасности, и контроля и комфорта поставок. Потому что существующий путь по конкурентоспособности сейчас, что через Россию, что через Роттердам, более выгоден для Китая экономически, но существенно менее выгоден стратегически. Отсюда, собственно, история про экономический пояс Великого Шелкового пути. Вторая история связана с возможностями использования валютных накоплений Китая за рубежом. Мы помним историю про суверенные инвестиционные фонды там, 7-летней давности, и мы знаем, каким образом сейчас у Китая реализуются программы со странами Центральной Азии, с Пакистаном, с Афганистаном, кстати, было подписано соглашение, с Турцией достаточно крупное, насколько я помню. И с ЕАЭС Китай предпочитает взаимодействовать через Казахстан на парной основе. И, на мой взгляд, для Евразийского экономического союза это сейчас самый большой риск, потому что Казахстан — это самая крупная в мире страна без доступа к морским коммуникациям, landlocked state. Они очень заинтересованы как раз в проекте Евразийского союза, но они еще более были бы заинтересованы стать эксклюзивным транзитным узлом. И их ускоренная модернизация инвестиционного климата во многом подстроена под это, по сравнению с другими странами ЕАЭС, включая Россию. И здесь, конечно, несмотря на то, что никакого реально существующего там южного маршрута, реально существующего, подчеркиваю. Конечно, документы все подписаны, по нему можно хоть завтра начинать поставки, просто это невыгодно. Пока его не существует, принципиальный момент обеспечить конкурирующие маршруты, которые пройдут через Россию. Это очень важная стратегическая цель. И Китай, более того, готов в этом участвовать. Просто здесь очень важно по-прежнему соблюдать формат и, скажем так, даже если это будет что-то через расширение мощностей Транссиба, что не выглядит особенно вероятным, или там через более активное использование БАМа, надо соблюдать в данном случае принцип интереса, потому что альтернативный маршрут как бы Китай все-таки готовит. Эту политику он проводит сознательно. Вопрос, какие инвестиции требуются для диверсификации и какие преимущества потенциально это может обеспечить. И основная диверсификация, которая сейчас интересует Китай, это диверсификация морского маршрута, собственно, как раз Шанхай-Роттердам. Потому что этот маршрут проходит через Южно-Китайское море, где есть диспуты. И, извините, но морские маршруты в нашей реальности контролирует одна страна. И, соответственно, надеяться на одного геополитического партнера в обеспечении безопасности маршрутов в современном мире, судя по всему, стало менее выгодно, чем 10 лет назад.